Это, ребята, парадный въезд в главный пассажирский порт Бали. А это значит, что мы сегодня на пароме пойдем на соседний остров. Всю эту историю надо бы разделить. И я, пожалуй, разделю. Как можно себе представлять Бали? Ну, типа это же остров, вокруг вода, океан, безысходность. На самом деле это все не совсем так. Например, до Явы можно практически доплюнуть. В 4-5 часах на пароме от Бали находится Ломбок. В паре часов Нуса Пенида. Один из самых больших незакрытых гештальтов для меня осталось понимание того, как много мы могли проехать за 3 месяца. Мы могли легко на байке доехать до острова Комодо, до Флореса. И увидеть огромное количество экзотики, не такой вытоптанной и заасфальтированной, как Бали. Ладно, хватит. Сегодня мы начнем с острова Нуса Пенида. Так вот, мы приезжаем в порт Паданг-Бай. Если вы решили оставить байк в порту, проблем с этим вообще никаких нет. Там есть платная парковка, причем она стоит что-то в районе $1 за сутки. Вот, и за ваш байк вы можете не переживать. Единственное, что я бы в нем не оставлял, все-таки оригиналы документов, ну и какие-то ценные вещи, потому что багажник в теории таки могут открыть. В общем, такая история, ребята. Оказывается, паромы на Нуса Пенида, не знаю, в котором часу они отходят, но билеты начинают продавать в 10. А мы здесь с 8 утра. Встали в 5 для того, чтобы приехать сюда рано. В итоге будем здесь 2 часа зависать. Но это только перед покупкой билетов. Паром, конечно же, опоздал. Ждали мы сначала вот в таком кафешничке прямо на территории порта. Будем называть его, например, «Мутный глаз». У меня такое ощущение, вот если убрать немножечко колорит местный, да, вот, то как будто где-то в Мелитополе или в Токмаке, знаешь, в каком-то таком месте. И, кстати, очень хорошо, что это не Украина, и здесь не наливают, потому что какой бы контингент не был в заведении, здесь люди трезвые, и поэтому тишь да гладь. И еще такая подробность. Берите с собой туалетную бумагу. Это же мусульманская страна, вы же понимаете. Есть только ковш и чан. I'm not interested. I just don't know what is it. So, where are you from? Ukraine. Вот это прям проблема, это мусор, но я об этом обязательно сделаю отдельную серию. Покупка билетов. Вам дают такую карточку, по которой вы проходите на территорию уже к самим причалам. Потом эту же карточку вам надо будет отдать перед входом на паром. Может быть, это он... Купаются какие-то пиздец. Смотри на них. Ну, сейчас, может быть, как в фильмах ужасов, знаешь, включается мотор, его затягивает, и кровавая пена из-под корабля идет. Во время ожидания, конечно, немного напрягает жара. Смышленые местные босяки организовали небольшой шоу-бизнес. Им кидают монеты прямо в воду с паромов и пирсов, ребята вроде нас, которые ожидают. И народ смотрит, как босяки за ними ныряют. В том числе прыгая с конструкции порта. Тут есть несколько нюансов. Если вы хотите добраться на Пениду с байком, то есть только один паром пассажирский, на котором вы можете переправиться с байком. Если вы хотите попасть на Пениду быстрее и комфортней, то есть очень много спидботов, которые стоят дороже, но зато вы доезжаете до 40 минут. Единственное, что они маленькие, и байк вы туда свой не закинете. Пока мы сидели и ждали свой паром, нам предлагали поехать на такой лодке сначала за $30 с человека, чуть позже за $25 с человека. Последним было предложение чего-то около $15-20 с человека. Но это ведь совсем не то, правда? Ну что, ты уже воспряла духом немножко. Приехали в 8, заходим сюда. Сейчас. 20 минут первого. Да. Мы поехали без байка, о чем я потом пожалел. Это не критично, но было бы намного комфортнее ехать со своим. Да.
приемлемо чисто, есть где сесть. На самом деле тут тоже хватает путешественников вроде нас. Кстати, на видео нет никакой цветокоррекции. Перед тем, как выгрузиться, надо подождать, пока выйдет транспорт, хотя бы разблокирует выход. И транспорт выезжает не всегда аккуратно. Вам будут предлагать арендовать байк прямо с пирса. Там он будет чуть дороже, и они все будут убитые поголовно. Для того, чтобы снять байк получше, есть большая парковка. До нее идти плюс-минус 10-15 минут. Вот сюда. Мы арендовали байк за 120 тысяч местных денег на 2 дня. Это примерно $9. Попросил хотя бы копию документов на байк, но, камон, зачем они нужны, если на острове нет полиции? Да, нет полиции. Байк твой, если у тебя есть от него ключи. Ну и местные знают, что он твой. Паспорта и залога тоже никакого не надо. Ну, самое главное, проверил тормоза. Колеса, чтобы были не совсем лысые. Вроде едет, и слава богу. Спидометр, конечно же, не работает. Да кому он вообще нужен? Пока мы все это снимали, ехали, искали свое жилье. Успели только поужинать. Да, вот, кстати, вдалеке вот то вот. Да, вот это вот Бали. Вполне приемлемое, ребята, жилье. Тут можно снять плюс-минус за $15 за ночь. Первым делом мы поехали на то место, ради которого вообще стоит, в принципе, ехать на Пениду. Это пляж Келлин-Кинг. Но об этом я сделаю отдельно серию, сорян, в другой раз. По кольцевой части все отлично. На подъездах на пляже тот же Келлин-Кинг или Броукен-Бич все плохо. И это прям очень плохо. На маленьком убитом байке это прям ужасно просто. Пару раз мне даже приходилось слезать с байка, потому что на этой малютке вдвоем ехать было просто страшно. Да, кстати, куда бы вы ни ехали, двигать вам придется через центр острова, и это прям всегда долго. Вот, например, 2 точки. И вы не можете проехать так. Нет, вам надо обязательно объезжать вот так, по отвратительной дороге. Тут не обязательно иметь права и надевать шлем. Не обязательно в смысле штрафов. Но дороги тут узкие и ездят тут вот так вот, поэтому лучше перестрахуйтесь. Виды здесь великолепные. Остров небольшой, очень рельефный, и когда вы поднимаетесь в центр, оно того стоит. Вот, например, Кристал Бич. Вроде Кристал Бич. На самом деле средненький пляж, очень много людей. Ну, вот что здесь порадовало. Нуса Пенида для дайверов известен тем, что недалеко от острова есть точка, на которой практически всегда есть манты. Сначала мы приехали, значит, глянуть на их наличие с обрыва, ну, потому что мне не особенно верилось. И они есть, ребята. Штук 6 я видел минимум. Шириной 3-4 метра навскидку, потому что смотрел очень издалека.
Тут есть два варианта. Вы можете поехать дешевле на Манта-Бэй со снорклингом, и там не гарантированно будут манты. И вы можете поехать с дайвингом на Манта-Пойнт. Это существенно дороже, и там манты практически гарантированно. Ну что, увидим сегодня? Я не знаю. Если это конец августа, то это прям гарантированно и огромные манты. Много огромных мант. И так как денег и времени было немного, но когда мы пришли на место, огромное количество лодок, просто косяки туристов. И мант, естественно, не было. Манты. Для меня это маленькая катастрофа, потому что я там был, я их увидел с обрыва, и я их не увидел под водой. А мог. Пришлось ехать в порт. Дорога обратно на пароме мне понравилась намного больше, чем сюда. Скоро увидите почему.